Всем привет! Всем привет из Буэнос-Айреса. Сегодня у нас небольшой челлендж. Мы хотим посмотреть, что можно получить в Аргентине, в Буэнос-Айресе за $10 за день. Мы считаем по blue курсу, то есть по черному курсу. И на сегодняшний день это получается 3120 песо. Попробуем уложиться в бюджет. Начинаем этот день с просмотра местной достопримечательности. Это вот такой огромный металлический цветок. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Сейчас подойдем. Небольшой смотровой, так вкусно пахнет этими елями. Какая красота. Впечатляющая скульптура. В высоту этот цветок 20 метров и весит 18 тонн. Уникальность этой скульптуры в том, что в зависимости от времени суток эта скульптура раскрывает лепестки и закрывает лепестки. Не знаю, работает ли это сейчас, но все равно выглядит очень интересно. Вот название этого памятника. Лоралис Хенерика, наверное. И имя автора Эдуардо Каталано. Посещение памятника бесплатно, конечно, поэтому пока мы ничего не потратили. Идем дальше. Здесь же рядом с цветком находится университет. Он нам интересен с архитектурной точки зрения. Очень красивое здание. Сегодня очень жарко, 34 градуса примерно. Здесь в городе установлены вот такие фонтанчики, в которых вроде как питьевая вода. Сейчас попробую попить. Ну да, написано, что питьевая. Вода похожа на обычную из-под крана, но я видела, что люди пьют, наливают воду своим питомцам, собакам. Ну, вроде нормальная по вкусу, даже может быть немножко лучше, чем из-под крана. Мы тем временем поднимаемся к зданию университета. Очень массивные колонны. Красиво. Поднимемся немного выше. Вау! Какие лампы, люстры. Это двери, кажется, странные. Похоже на двери, но я не вижу тут ручек, за которые можно было бы эти двери открыть. Главное, здесь очень прохладно, хорошая такая тень. Прохладненько, хорошо, свежо. Интересно, здесь ступени скреплены скобами, чтобы не расползались. Ну ладно, мы отправляемся дальше. Будем здесь сильно много времени проводить. Сейчас, так как мы находимся в Южной Америке, то у нас сейчас лето, и у студентов тоже сейчас именно идут выпускные, поэтому тут очень грязно. Тут разные студенческие обряды соблюдаются на выпускные. Вот здесь видно празднование, следы, там лук что ли валяется, непонятно. А здесь вот хлопушки и мука, например. Кажется, они еще в муке обсыпают друг друга. Еще там чем-то поливают друг друга. Мы тоже видели такое несколько раз. Очень прикольно смотрится. Молодежь веселится, резвится. Но здесь так знатно отметили вообще все в этих конфетти, все в муке. Если с этой точки особенно посмотреть, то вообще такая катастрофа. Здесь так грязно. Ну ладно, раз в год, наверное, можно. Так, мы отправляемся дальше. Очень красивые пальмы, яркий красочный мост. Супер вообще. С этой стороны дороги даже лучше видно здание университета. Дальше мы отправляемся в музей изящных искусств. Дошли до здания музея. Какое оно красивое, недавно отремонтированное, свежая краска, цветы. Все шикарно. Это водопады Игуасу. Мы были на них, я их узнала сразу. Мне кажется, эти рамки сами как произведение искусства. Красиво так.
подобную вещь задену, разобью. И все. Мы уже вышли из музея. Музей очень понравился. Очень интересно вникать и в культуру, и в историю через искусство, смотреть картины. Конечно, я прям не сильно в этом разбираюсь, не буду себе строить там какого-то ценителя, но все равно посмотреть очень приятно. Музей был бесплатный, самое главное, пока мы еще не потратили ничего. Мы зашли перекусить в кафе, в кафетерию. Я взяла себе кофе и 2 медиалуны. Это типа местные круассаны. Это взял себе Азиз. Но его расходы я учитывать не буду. Буду считать на только свои. Получается, мое комбо, вот оно в кафе и 2 медиалуны, стоило 620 песо. Это $2. Посмотрим. Надеюсь, это все вкусно. Выглядит, по крайней мере, очень даже аппетитно. Интересно, что к пепси дали целое ведерко льда. Сейчас буду пробовать кофе. Кофе здесь просто делают, ну, какой закажешь, конечно, но в основном кофе кон лече, кафе кон лече, это просто кофе с молоком. Этот прям кисловат. Медиалуна такая тоже обычная выпечка. Ну, ничего особенного. Прям очень обычная. Бывает повкуснее за такую же цену. А вот чизкейк. А здесь говорит, что не сегодняшний, не свежий. Так что так себе перекус. Но на самом деле медиалуна все-таки нормальная. Просто я люблю более хрустящую, более слоеную, а это немножко другая, более мягкая, но все равно вкусная, свежая медиалуна. Нормально. Вышли сейчас из кофейни. У меня получилось ровно $2, потому что курс сегодня 310 получается черный, и мое комбо стоило 620 песо. Было среднее, бывало и лучше, но все равно мы перекусили, передохнули. У Азиза вот счет вышел в 2 раза больше, но он в челлендже не участвует. Хотя еда была прям тоже так себе. Сейчас мы отправляемся в следующее наше место. Это музей. Еще один. Просто шикарный, красивый музей. Сейчас его побольше поснимаю. Он тоже должен быть бесплатным. Есть одна проблемка. Должен был музей открыться в час. Сейчас уже 1:12. И он все еще закрыт. Стоят. Да, уже даже больше часа. Ну, в общем, спросили, и они сказали, что они сегодня не работают. Вот так вот просто не захотели поменять ни табличку на входе прямо на двери, ни в Google картах написано, что они открыты. Что теперь делать? Планы рушатся. На территории музея есть кафе, оно сегодня работает, очень милое, симпатичное. Само здание, конечно, прям шикарное. Но что толку, если в него нельзя зайти? Странно, что они так невнимательно относятся к расписанию. Но вообще из туристов, считай, только мы были и еще вот одна пара иностранцев из посетителей. Почему-то остальные как будто бы знали, что они не работают. Теперь надо думать, куда еще пойти. Но мы не расстраиваемся, здесь рядом есть автомобильный музей. Автовил Клаб Аргентина. Красивое здание такое, тоже мраморное, совсем в другом стиле. О, кажется, они работают. Сейчас попробуем зайти. Итак, в этом музее двери открыты, зайти можно, но они сказали, что не работают. Откроются в понедельник. Вообще сейчас длинные выходные. И многие заведения закрыты, в том числе государственные. Но некоторые музеи работают, а вот некоторые все-таки закрыты. Хотя на сайте тоже нигде не указано, что они не работают. Ну, попробуем сейчас зайти в еще один музей. Если уж там не получится, то, наверное, больше никуда не пойдем. Такая красивая аллея впереди. Тень. Нормально так прохладно в тени. Ну, не прям прохладно, но нормально. А вот здание того музея, вот, в который изначально мы хотели зайти. Шикарно вообще. А вот это наш следующий музей. Но если этот музей не работает, то уже все, мы с музеями завязываем. Посмотрим. Здесь работает.
внутри музей оказался тоже бесплатным. Как-то так интересно, нам дверь открыли, кажется, кроме нас здесь никого нет. И здесь первая выставка, это выставка пончо. Пончо, мапуче, овечья шерсть. Интересно, кстати, можно трогать, думаешь? Я думаю, лучше не надо, да? Красиво. Очень странное, странное искусство. Мне кажется, это закрыто. Пока непонятно, куда дальше идти. Дальше сказали куда-то сюда, в эту сторону показали, что потом выход в сад. Так, дальше мы спустились обратно. И оттуда же, откуда вошли, попадаем в сад. Очень симпатичный сад. Вау, у кого-то прям окна жилого дома выходят в сад. Красиво. Окей, мы идем дальше. Очень симпатично. Так, а здесь что? Интересная шкатулочка. Интересно, так здесь вся мебель наклонена, под углом стоит. Может, чтобы было удобнее разглядывать. Музей прям небольшой, но все равно интересный, бесплатный. Все в бюджете. Я уже даже сомневаюсь, что получится потратить $10 сегодня на человека. Очень много бесплатных, интересных развлечений в городе. Но вообще в этом музее так интересно вел себя персонал. Мне кажется, они вообще не заметили, что к ним кто-то заходил, выходил так бурно, что-то они обсуждали между собой увлеченно. Вот, а мы едем дальше. Сейчас переходим через такое широченное шоссе. Прям просторно. Даже не знаю, сколько здесь полос. Очень много. Дальше мы едем на автобусе. Вот это наш 102-й, и его, да, нужно ловить рукой, если хочешь, чтобы тебя пустили в автобус. Уругвай. Здравствуйте. Hola, Уругвай. Gracias. Получается проезд 28 песо. Очень красивое здание. Опа. Так. Полчаса на автобусе мы приехали в наше следующее место. Приехали мы, сейчас пойдем в очень старую пиццерию. Сегодня Аргентина играет 4 часа дня, сейчас где-то около часа, нет, больше, часа 2 уже. И уже на улицах так немного людей, в форме Аргентины. Вот даже здесь чудо-женщину нарядили. Очень странно смотрится. Вот в эту пиццерию мы пришли. Она работает с 1932 года. О, здесь надо стоя есть, оказывается. Вау, вот нас отправили. Странно. Мы всего лишь хотели сесть в столик. Вау, надо же, какая большая пиццерия. Здесь получше, прохладнее. Отлично. Так, я сюда сяду. Классный столик. Сейчас мы ждем еще одного товарища. Hola, amigos. Встретили
приехали товарищи, вот сидим в пиццерии. Пиццу, получается, большая, вышло около 3000 песо, а напитки не помню сколько. Сейчас, когда будет счет, потом посмотрю точно, сколько получилось. Сейчас в пиццерии вышел счет на, если поделить на 3 людей, то по 1500 песо на человека, то есть это примерно $5. Итого за день потратила $7. А еще купили воду за 180 песо. Ну, то есть пока $10 не потратилось. В любом случае, можно было куда-то потратить, но... О, какая дверь золотая полностью. Интересно. Но мы уже собираемся домой, потому что, опять же, из-за футбольных фанатов скоро они начнут выходить на улицы, когда закончится матч. И почему-то все-таки не хочется находиться на улице в это же время. В центре планируют уже разгонять готовых футбольным болельщикам. Полиция едет. Там баррикады. Вот сами болельщики. На самом деле зависит от того, какой будет исход игры. Сейчас через полчаса или даже уже меньше начала. Если выиграют, то будут все сильно радоваться. Если проиграют, то не знаю, что будет. Ну да, прям реально поставили баррикады. Тяжелую артиллерию. Полицейский участок тоже защитили от фанатов. Я даже не знаю, что такое. Ого, сколько там полиции. Кстати, в Аргентине не обязательно смотреть футбол, чтобы понимать, какой счет. Вот сейчас, например, все кричат «гол», значит, Аргентина забила. Вот за мной тоже стоят полицейские машины, там дежурят сотрудники в наушниках. По-моему, они тоже смотрят футбол, наверное, в телефонах у себя или еще где-то. Все болеют. Ну, прям как-то, да. Очень много полиции. Спецназу понагнали. Это даже, да, спецназ. Вот это у них пушка, это интересно, или антенна сверху. Это непонятное сооружение сверху, прям. Вот так вот. Что-то меня так женщина посмотрела в форме. Я испугалась одного взгляда. Ну да, очень много сотрудников полиции. Еще дежурит пожарная машина. На всякий случай. Посреди улиц такие сооружения. Там ремонт, видимо, или что-то. Но сейчас, когда вот нет людей практически, так выглядит немножко крипово. Ни людей, ни машин почти. Ну, очень мало. То есть для Буэнос-Айреса это можно сказать, что никого нет на улице. И все, кого мы видим в маленьких магазинчиках, там, кто открыт, все смотрят футбол прям с такой страстью в глазах. Ну что, мы поехали домой. Решили поехать на такси, потому что автобус ждали, его все не было и не было. Потому что сейчас, когда и выходной, и футбол, это можно было бы ждать его очень долго. Поэтому решили поехать на такси. Сейчас посмотрим, сколько выйдет. В принципе, в Буэнос-Айресе очень много бесплатных развлечений для туристов, для местных жителей. Есть куда сходить. Поэтому можно было по-разному этот день провести. Но у нас, так как жарко, был приоритет именно в крытых помещениях с кондиционером. То есть поэтому мы выбрали музеи. Какие-то были закрыты, что-то мы посмотрели, день был хороший. Такси нам обошлось в 742 песо, это примерно $2,5. То есть прям вот впритык получилось $10 за день. Конечно, можно было пораньше, по-разному потратить, но у нас получилось так. Пицца, кстати, была вкусная, простая, но мы ее даже не доели втроем. Опа, что-то капает сверху. Она была очень жирная. Вот. Есть также, конечно, еще и платные музеи здесь. Но также есть еще фишка, что по средам, например, эти музеи могут быть бесплатными. Вот так. Так что берите на заметку. Наши расходы сегодня были только на еду и на транспорт. Много бесплатных развлечений в городе, есть куда сходить. Конечно, можно было потратить деньги по-разному. Например, если нужно большее количество приемов пищи, все едят, конечно, по-разному, то можно еще пообедать, например, в столовой, тогда бы вышло еще дешевле, потому что в кафе, в среднем кафе, средний прием пищи 1500 песо где-то выходит, то есть $5.
на человека, а есть, например, еще столовый, и там можно поесть на 700-600 песо, в зависимости от вашего аппетита. Но это без учета напитков. Напиток можно, не знаю, в магазине купить. Вот, поэтому все достаточно бюджетно, даже для самого бюджетного путешественника будет чем заняться в Буэнос-Айресе. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Небольшой постскриптум. Аргентина победила.